Так, что попить, что попить? Чай или кофе, может быть? О, привет, друзья! Всем привет! Сегодня мы находимся на моей кухне. Сегодня мы на моей кухне. И я думаю, чего мне попить? Чего я хочу попить? Чай, кофе, может быть, мате? Не знаю. Я пока подумаю. Ну и пока я думаю, я хочу вам показать мою кухню и посмотреть, что есть на этой кухне. Вообще, это не совсем кухня. Потому что если мы посмотрим вот сюда, то мы увидим, что кухня — это часть гостиной. Да? У нас практически квартира-студия. Да? Квартира-студия. Поэтому у нас нет отдельной кухни, а кухня является частью гостиной, частью вот такой большой комнаты. Но давайте посмотрим, что здесь есть и как использовать эти предметы. Я думаю, что мы начнем вот так по кругу смотреть на все. Давайте начнем с того угла. Во-первых, здесь есть вытяжка. Вытяжка. Это такая штука, которая вытягивает пар, запахи и все вот это, когда ты готовишь. Потому что здесь я готовлю здесь завтрак, я готовлю здесь обед и я готовлю здесь ужин. Да, я готовлю здесь это все. Ну, конечно, для этого необходима плита. Господь! Плита. Вот она. Маленькая плита. Или плитка. Да, плита. Это плита электрическая. Электрическая плита. Здесь две конфорки. Первая маленькая и вторая побольше. Две конфорки, да. Это электрическая плита с двумя конфорками. Чтобы что-то пожарить, например, пожарить яйца. Может быть, сделать яичницу? Можно прямо сейчас сделать яичницу. Нужно яйцо, масло и соль. Где у меня соль? Соль где-то далеко. Но проблема в том, что сейчас пост. Да, друзья, сейчас пост, и во время поста нельзя есть яйца. Поэтому оставим это яйцо. И не будем сегодня жарить яйца, не будем делать яичницу. Нет. Но вообще можно было бы пожарить яйца. Для этого нам нужно масло. Это оливковое. Оливковое и подсолнечное. Да, здесь смесь такая. Вот, масло для жарки. Масло, чтобы жарить. И сковорода, чтобы тоже жарить что-нибудь. Ладно. Ну, тогда можно сварить что-нибудь. Что можно сварить? А давайте посмотрим, что у меня есть, что можно сварить. Так, что можно сварить? Ага, есть макароны или спагетти. Есть макароны рисовые. Окей. И есть вот такие вот тоже макароны. Да,
Ну, что ж, у нас выбор небольшой. О. И еще, смотрите, еще есть соевое мясо. Это соевое мясо. Ну, конечно, сейчас пост, поэтому я могу сделать спагетти с соевым мясом. Я сварю спагетти. О, я придумал. Я пожарю соевое мясо с луком и с морковью. Ну, как вы думаете, такую морковь еще можно жарить? Ну, мне кажется, что пойдет. Так вот, пожарю я соевое мясо с луком и морковью. Вау, это будет очень-очень-очень вкусно и 100%, как сказать, вегански. Нет, 100% по-вегански. Да, 100% по-вегански. Будем соблюдать пост. Скоро пост закончится, и можно будет есть что-нибудь еще. Но, нужен какой-то соус. Давайте посмотрим, какие соусы есть в моем холодильнике, друзья. Какие соусы есть в моем холодильнике. Открываем холодильник и ищем соус. Какой соус есть? Так, есть соевый соус. Но соевое мясо и соевый соус, наверное, вкусно, но как-то слишком много сои. Есть майонез. Есть майонез веганский майонез. Но этот майонез лежит в холодильнике с Нового года, а сейчас уже почти апрель. Ну, пусть лучше полежит еще. Есть кетчуп. Кстати, кетчуп это хорошо, но хочется чего-то острого. Хочу чего-то острого. Так, это что? Это варенье? Нет, соевое мясо с вареньем никогда. Я нашел, друзья, настоящую абхазскую аджику. Это красный перец с чесноком и солью. Супер, мега острая штука. Обожаю аджику. Отлично, решено. Но что же еще есть в холодильнике? Кстати, в холодильнике есть еще одна кастрюля. Что же есть в этой кастрюле? Давайте вау, в этой кастрюле уже есть готовая еда. Это моя версия лагмана. Такой импровизированный веганский лагман. Класс! Значит, мне не нужно готовить. Мне не нужно ничего готовить. А что у нас здесь? Что это? Пицца? В пост нельзя есть пиццу. Пусть полежит еще несколько дней до конца поста, а потом я ее выкину. Как говорил один великий человек, лучший напиток для умного человека – это вода. Или лучший, или единственный. Ну, как-то так он говорил. Знаете, кто это говорил? Пишите в комментариях. После того, как ты поешь, нужно помыть посуду. Нужно помыть посуду. У меня сегодня вся посуда чистая. Конечно, перед тем, как снять видео, я помыл всю посуду. Вот она,
чистая, вся посуда. Ну, кроме этого стакана. Чтобы помыть посуду, мы используем губку. Это губка, не Боб. Не Боб, это не губка Боб, это просто губка. Губка для мытья посуды. Ну и, конечно, нужно средство для мытья посуды. Или жидкость для мытья посуды. Да, вот такое вот зеленое средство. Когда я готовлю, я использую фильтр для воды. Потому что, ну, невозможно всегда покупать воду. Лучше всего очищать воду просто из-под крана. Вот это кран. И вот это вода из-под крана. Вода из-под крана. И просто так воду из-под крана я не пью никогда и нигде. Даже если вода хорошая, потому что, ну, вода хорошая, но трубы, кажется, все равно не очень хорошие. Поэтому я всегда использую фильтр. Ну и вообще, обычно я не пью сырую воду из-под крана, по крайней мере в Аргентине, по крайней мере в Буэнос-Айресе. Вот. Поэтому, да, обязательно нужен фильтр для воды. Это фильтр-кувшин, да, он формы кувшина. Здесь находится вся посуда, которую я использую. Ну, еще есть часть посуды там, но это основная посуда, которую я использую. Здесь есть глубокие тарелки. Вот, это глубокая тарелка. Ее я использую для супа. Да? Ну, она не очень, недостаточно глубокая для супа, но окей. А есть еще неглубокие тарелки, вот, типа такой. Это неглубокая тарелка, видите, неглубокая тарелка. Глубокие тарелки и неглубокие тарелки. Фух. Обычно мы едим вилкой, это вилка, или ложкой, это ложка. Вилка и ложка. Не бойся ложки, бойся вилки. 1 удар, 4 дырки. Есть еще маленькая ложка. Маленькая ложка, мы ее называем чайная ложка. Чайная ложка, потому что обычно, когда мы пьем чай, мы используем эту ложку. Вот лучше так. Когда мы пьем чай, мы используем ложку, чтобы размешать сахар. Но я не пью чай с сахаром, поэтому для меня это... мне не нужна чайная ложка, но ей удобно есть йогурт, например, или что-то другое. Конечно же, еще важный инструмент — это нож. Есть разные виды ножей. Ну вот это нож, чтобы что-то резать. И еще один супер-мега важный инструмент — это чистилка для овощей. Чистилка для овощей. Ей можно почистить практически любой овощ. Супер вещь. Некоторые люди в России используют нож и чистят все ножом. Ну, я могу так сделать, но, честно говоря, чистилка упрощает твою жизнь. Честно говоря, я не очень люблю мыть посуду. Ну, то есть, как бы окей, я не испытываю каких-то эмоций, но я не очень люблю это делать. Я думаю, что большинство людей не очень любит мыть посуду. Поэтому у меня всегда вот здесь есть колонка, да, колоночка.
маленькая колонка, Bluetooth колонка, чтобы слушать подкасты, друзья, конечно, чтобы слушать подкасты. Сейчас я слушаю подкасты на испанском языке, я учу испанский. Кстати, у меня тоже есть подкаст для тех, кто изучает русский язык. Ссылка на подкаст будет в описании, слушайте. И, кстати, кроме подкаста есть еще membership программа. Это крутая штука, там есть транскрипции для подкастов, для видео и куча дополнительных материалов для практики русского. Присоединяйтесь! Ну и на этом столе есть еще несколько важных вещей, которые я использую каждый день. Конечно, это чайник. Чайник, чтобы вскипятить воду. Но для многих напитков, которые я пью, нужен термос. Сейчас я все объясню. Ты наливаешь горячую воду в термос, и дальше ты можешь пить. Что ты можешь пить? Во-первых, ты можешь заварить китайский чай. Я часто пью китайский чай. Он заливается проливом. То есть чай проливается. Чай долго не должен находиться в воде. Поэтому ты налил воду и сразу вылил ее сюда. Вот, это для китайского чая. Ну и, конечно, так как я живу в Аргентине, то невозможно представить жизнь в Аргентине без мате. Да, мате оказалась очень-очень крутой штукой. Особенно если выбрать подходящую шербу или ербу. Да. Вот мне такая понравилась больше всего. Она не очень горькая, она достаточно такая мягкая, приятная. Мне очень-очень-очень-очень нравится. Вот. Мате — это очень круто. Но и классически или традиционно по утрам традиционно по утрам я пью кофе. И, кстати, сегодня даже остался кофе у меня в кофейнике. Да? Ну, вот эта кофеварка. Это кофеварка, чтобы варить кофе. Ну, а это просто кофейник, наверное, да, кофейник. Вот. И я пью кофе из таких небольших чашек. Да, вот такая чашечка. Из нее я пью кофе каждое утро. Почему-то утром мне не нравится пить мате. Как-то это слишком тяжело для меня. Вот. Но кофе по утрам это прям то, что необходимо. Ну и еще иногда я пью какие-то травяные чаи. Здесь в Аргентине они в основном в пакетиках. Вот это чай в пакетиках. Ну, здесь нет чая, здесь травы. Поэтому это просто травы. Да, вот так вот. Так вот можно пить травы. Хотя я не люблю пакетики и не пью чай в пакетиках, но травы это исключение. Иногда я пью травяной чай. Можно долго рассказывать про кухню и про то, что здесь есть, но последний важный элемент это тостер. Чтобы делать тосты, да, чтобы делать тосты, чтобы жарить хлеб. У меня всегда в морозилке у меня всегда есть запасы хлеба. Это не все, кстати. Вот. Здесь есть еще хлеб. Запасы хлеба, чтобы не ходить часто в магазин. И каждое утро я ем тосты.
это какая-то наша новая традиция в Аргентине. Каждое утро есть тосты. Эта привычка появилась здесь. Раньше мы что-то готовили, яичницу или кашу, но в последнее время тосты, ну это прям стало отличным решением. Быстро, ну и достаточно полезно, потому что это хороший хлеб. На этом у меня все, друзья. Это был иммерсивный урок русского языка. Если вам все понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, слушайте подкаст и присоединяйтесь к membership программе. Пишите, если что-то я упустил в комментариях. Пишите, я с удовольствием вам отвечу. До встречи в следующем видео. Пока. Так, ну что, этот кофе еще вообще нормально? Почему кофе начинает пахнуть соевым соусом через несколько часов? Ага, наверное, потому что соя — это бобы, и кофе — это тоже бобы. Поэтому реально похож запах на соевый соус.